Всем привет! С вами СП Александров. Мы находимся на очередном нашем объекте в деревне Копцево. Это Александровский район. На этот раз нам предстоит сделать крышу. В наши задачи входит заменить кровельные покрытия. Сейчас здесь эндулин, а будет металлочерепица. А также разобраться с утеплением. В доме круглогодичное газовое отопление. Заказчики жалуются на то, что в зимний период, даже в мороз, на крыше тает снег. То есть утепление либо отсутствует вообще, либо оно некачественное. Объект представляет собой полутораэтажный дом из бруса, утепленный снаружи и обшитый сайдингом. Двухскатная крыша с продленным скатом на пристройку, плюс отдельный скат на открытой веранде. Все под эндулином, послужившим уже приличный срок. Как видно по почерку исполнения предыдущих строителей, ответственностью и грамотным подходом они не отличались. Верхние панели сайдинга не закреплены вообще, обрешетка шатается, подшивы на фронтонах и карнизных свесах закреплены на один саморез через 3 панели. Но более всего удивило крепление спутниковой тарелки. О главном открытии расскажу чуть позже. Начинаем демонтаж. К сожалению, на этом объекте моя таймлапс-камера приказала долго жить, поэтому бегающих муравьев вы больше не увидите. Сняв эндулин и обрешетку, мы добрались до утеплителя из пенопласта, толщиной всего 50 мм. Подобное утепление допустимо для летних домиков, чтобы днем не было особо жарко, ну а ночью можно залезть под одеяло в шерстяных носках, прижаться к подруге или теплому котику. Утеплитель, который был на кровле. В местах, где не было пропенено, лед. Все это текло в помещение. Вот из-за этого и подкапывал пристройки. Под пенопластом мы обнаружили это. К сему моменту мы еще не заходили в помещение и предположили, что это черновой подшив, но, как оказалось, внутренняя отделка. Скорее всего, строители использовали сырой материал, и он дал усадку. Если приглядеться, вагонка прибита по одному финишному гвоздику посередине, что никак недопустимо для крепления такой отделки. Пароизоляцию Utafol 170 с теплоотражающей алюминиевой пленкой мы натянули по стропилам, что не помешает в дальнейшем исправить внутреннюю отделку. Единственное, что придется сделать, это проклеить пленку небольшими полосками по стропилам изнутри. Стыки пароизоляции мы проклеили алюминиевым скотчем. Утепление выполнили минераловатным утеплителем в 3 слоя, общей толщиной 150 мм с разбежкой. Каждый последующий слой перекрывает стыки первого. Шаг стропил был не кратен ширине утеплителя, поэтому приходилось зарезать маты. Для теплого дома с круглогодичным проживанием утепление на потолок лучше делать толщиной 200 мм. Но наш объект – дом-дача. Заказчики приезжают зимой только по выходным. Утепления в 3 слоя с замкнутым контуром теплоотражающей пленки будет достаточно. В качестве гидроизоляции применили диффузионную мембрану Utavec 115. Это пленка среднего ценового диапазона с неплохими характеристиками. Преимущество диффузионной мембраны перед простой гидражкой в том, что ее можно укладывать на поверхность утеплителя. Она не пропускает влагу извне и вытягивает то, что может присутствовать в утеплителе. Процесс разборки-сборки кровли мы выполняли в несколько этапов. Сначала разбирали часть ската, начиная снизу, производили необходимые работы и поднимались выше. Конечно, проще разобрать всю крышу целиком, произвести выравнивание по стропилам и разом ее собрать. Но дом жилой, поэтому следует учитывать всякие форс-мажорные обстоятельства и не допускать случайной протечки. Это более трудоемко, но зато, уезжая с объекта, мы всегда оставляли кровлю закрытой. Пристреляв пленку, наколотив контрбрус и обрешетку, мы приступили к выравниванию скатов. По диагоналям допустима небольшая погрешность. Главное, чтобы подшив смотрелся ровно. А вот завалы по стропилам приходится выводить в ноль. Для этого натягиваются шнурки по периметру, а затем по каждой стропиле. Каждая доска обрешетки подгоняется под шнурку с помощью деревянной подкладки. Обычно мы заказываем металлочерепицу, когда закончена работа по обрешетке и точно ясна площадь кровли.
для того, чтобы не заказать лишнего. Листы приходят в размер по длине ската. На данном объекте использовалась металлочерепица толщиной 0,5 мм. Норман от металлпрофиля. За время ожидания выполняем подшив карнизных и фронтонных свесов, выставляем планки. Все планки и доборы изготавливаем сами на гибочном станке, от G-профилей и коньков до элементов любой конфигурации. Для лучшей вентиляции подшивы карнизных и фронтонных свесов обшили перфорированными панелями. Панели заводились в металлический G-профиль, с внешней стороны закрывались нестандартной лобовой планкой с G-профилем. Опытным кровельщикам не составляет большого труда произвести монтаж металлочерепицы. Качественный результат на 90% зависит от подготовительных работ, ровности ската и правильного шага обрешетки. Саморезы крутятся строго под гребень волны в центр досок. Визуально с земли саморезы прячутся в тени гребня, черепица выглядит добротным цельным покрытием. При подъеме листа на крышу важно не повредить его, не поцарапать и не замять. На этом объекте использовали качественную черепицу, но иногда из-за экономии средств заказчикам приходится применять дешевые листы. При неосторожном движении или порыве ветра они легко заминаются, и привести их в первоначальный вид бывает уже невозможно. Сначала мы поднимаем на скат 3-4 листа, одеваем в замки и прокручиваем их между собой. Затем подтягиваем, равняя по кромке. Окончательное прокручивание листов на скате осуществляем со страховочной веревки кровельными саморезами в цвет черепицы. Он махнул рукой и сказал: «Поехали». На большом скате мы установили снегозадержатели. И, как видно на видео, уже подготовлены крюки под водосточную систему. В Финляндии существует праздник возведения конька. Ведь конек – это последнее, что устанавливается на крыше. Он служит символом завершения работ. Кровельщик завершает строительство, оседлав крышу. Оседлали крышу и мы, но завершением работ стала установка водосточной системы. Это все, что можно было рассказать интересного по выполненному объекту. Если вам необходимы услуги строителей, вы можете найти нас на сайте spalexandrov.ru. Работаем по Александрову и району.